Если кто-то подумал, что Банк России с его неоднозначной денежно-кредитной политикой уже не сможет удивить, то он ошибается. Регулятор неожиданно вышел за пределы своей компетенции, взявшись за формирование межнациональных отношений, и предложил оригинальное решение скандала, связанного с крестопадом на эскизе купюры в 1000 рублей. Вместо того, чтобы просто исправить дизайн, Центробанк объявил, что на денежных знаках больше не будут изображать религиозные сооружения, то есть православные святыни исчезнут не только с 1000-ной купюры, но и с других номиналов. Такое решение ЦБ возмутило общественность и породило новые споры. Что это за шаг и о чем он говорит? Давайте попробуем в этом разобраться. Скандальное заявление было сделано 8 декабря в интервью для «Известий» заместителем председателя ЦБ Сергеем Беловым. По сути, он подтвердил, что вместо исправления дизайна 1000-ной купюры, как обещали, ЦБ решил пойти другим, по сути, обманным путем, полностью отказаться от изображения объектов религиозного назначения на всех банкнотах. При этом в статье «Известий» эти сооружения странным образом были названы культовыми, что лишь добавило путаницы. Белов, конечно, лишь озвучил решение, которое созрело внутри руководства Банка России. И теперь стало ясно, православные святыни, которые десятилетиями украшали российские купюры, больше не будут нужны. Причина? Россия – многонациональная страна. Это, по мнению ЦБ, означает, что изображения храмов и монастырей могут оскорбить мусульман, иудеев или буддистов. Но здесь есть пара нюансов. Во-первых, никто из представителей этих конфессий в России не жаловался на оскорбления со стороны изображений на купюрах. Во-вторых, эти святыни – не просто элемент дизайна денег, а визитная карточка России. Их духовный и культурный смысл для страны и народа значительно превосходит их присутствие на банкнотах. Например, за границей Россию часто ассоциируют с храмом Василия Блаженного у стен Кремля. Получается, что Запад, изображая этот храм, намеренно хочет оскорбить мусульман России? Но где их возмущение в таком случае? Также очевидно и то, что статус именно русского народа закреплен в Конституции России как государства образующего вместе с русским языком, как языком государства образующего народа. Конституционный суд по этому поводу отмечал, что данное решение основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Конституционный суд также подчеркнул, что это положение не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции о многонациональном народе Российской Федерации, о равенстве прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности, о равноправии и самоопределении народов. И что же делает Центральный банк? По сути, отвергает то, что написано в Конституции, а также отменяет мнение по этому поводу Конституционного суда. Конституционный суд считает, что проявление государствообразующего характера русского народа не ущемляет прав других национальностей. А вот Центробанк, получается, полагает, что православные святыни мешают, так как страна многонациональная и многоконфессиональная. У России, конечно, много тяжелых проблем, но очевидно, что если не самая большая, то самая дикая и нелепая из них – это многонационалочка. То есть наша официальная идея, что в центре государственной жизни России не должно быть русской истории, русской культуры, русской идентичности, а должна быть мультикультурность по Владимиру Ленину и Хиллари Клинтон, фантомная многонациональная нация россиян, этих псевдосоветских людей без коммунизма, пишет по этому поводу Ольшанский. Банк России не остановился на своем решении и пошел дальше. На своем официальном сайте было запущено всероссийское голосование за дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей. Однако среди предложенных вариантов нет ни одного, который бы, по выражению чиновников ЦБ, включал объект культа. Речь идет о тех духовных, архитектурных и культурных памятниках, которые являются гордостью России, православной церкви и всего русского народа. В представленных вариантах можно увидеть катер, мосты, стелы, но ни одного памятника русскому князю. Как будто их просто отменили, так же, как это произошло с изображением Ярослава Мудрого на старой 1000-ной купюре. ЦБ, похоже, вообще не дает нам выбора в этом вопросе. Князей нет, зато есть национальный герой Башкирии Салават Юлаев, памятник которому предлагается включить в дизайн банкноты. Тот самый Салават Юлаев,
который был сподвижником Емельяна Пугачева и возглавил башкирское восстание в 1773-75 годах против Российской империи. Храмы. Забудем о бунтовщика, который сжег русские города. Оставим. На сегодня это принципиальное решение Центробанка убрать православную символику и русских героев. Любыми способами. Потому в голосованиях нет даже таких вариантов. Или русорез Юлаев, или Метеор. И ЦБ уже заявил, что если Метеор опережает Юлаева, то сделают на деньгах и то, и другое одновременно. Возмущается по этому поводу Сергей Григоров. На самом деле история с дизайном тысячной купюры имеет скандальную предысторию. Ее дизайн был отправлен на доработку после того, как общественность осенью прошлого года возмутилась эскизом, представленным регулятором в 2022 году. Напомним, тогда ЦБ и Госзнак представили эскизы для купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. На эскизе тысячной купюры соседствовали башня Сююмбике и дворцовая церковь Казанского Кремля. На башне был изображен полумесяц, а вот церковь осталась без креста. В свое оправдание ЦБ заявил, что дворцовая церковь Казанского Кремля не является действующим храмом, а была превращена в музей, а значит, крест на ней можно и не показывать. Но тогда возник другой вопрос. Зачем было выбирать такое неудачное соседство, которое, казалось бы, умаляет христиан, но превозносит мусульман? Ведь башня Сююмбике – это действующий минарет. Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Или это была попытка внести межнациональный и межконфессиональный раскол в общество? Однако, как говорилось, ЦБ услышал доводы общества и в октябре 2023 года отправил дизайн на доработку. Тогда никто не знал, что доработка выльется не в восстановление на купюре православной святыни, пусть даже она бы заняла место рядом с башней Сююмбике, никто бы не возражал, а в полный отказ от изображения каких-либо объектов культа вообще. Похоже, в ЦБ собрались реальные русофобы и враги идеи русского мира. Вспомним, как ранее они пытались разместить на официальных денежных купюрах России изображения российских православных памятников без крестов. Один из источников пояснил, что это делается совершенно осознанно, прежде всего, чтобы успокоить религиозных исламских радикалов, как внешних, так и внутренних. Это подтвердил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов. Разумеется, решение Банка России вызвало возмущение не только в обществе, но и в самой церкви. Если бы такие выкрутасы от ЦБ были единичным случаем, их можно было бы списать на временное замешательство или ошибку. Но когда подобные действия повторяются раз за разом, это уже выглядит как целенаправленная работа по деградации русской истории и ее основных деятелей, которые по сути являются фундаментом существования современной России. К сожалению, заявление Сергея Белова стало ярким симптомом утраты идеи единого национального строительства, которое должно быть основано на истории России и ее стремлении к будущему. Вопрос встает ребром. Кому мешал один из основателей Руси, создатель ее письменного законодательства, Ярослав Мудрый? Этот человек, объединяющий нас не только с Москвой, но и с Киевом, что особенно символично в нынешние дни. А кому помешал столь много сделавший для величия России, подчеркивающий ее единство от Запада до Дальнего Востока, граф Муравьев-Амурский возмутился в своем телеграм-канале архиепископ Зеленоградский Савва Тутунов. Архиепископ также отметил, что заявление о многонациональном характере России все чаще становится инструментом для разделения, а не объединения. Почему? По данным источников, в некоторых случаях даже привлекается административный ресурс, чтобы накрутить голоса в голосовании ЦБ и обеспечить победу каким-то своим национальным символом. Это выглядит как попытка манипуляции, а не честного выбора. Все эти действия Банка России попадают в тренд так называемого крестопада, явление, которое характеризуется внезапным обезглавливанием, то есть удалением крестов с православных храмов на изображениях, макетах, картинах, логотипах и других символах. Пример тому – обновление логотипа Санкт-Петербургского государственного университета в конце февраля 2024 года. В новой версии логотипа внезапно исчезли кресты, которые венчали 3 короны над двуглавым орлом. Руководство университета объяснило это тем, что кресты были убраны как лишний элемент, не отвечающий современным дизайнерским требованиям к лаконичности. Однако такое объяснение вызвало бурю возмущения среди общественности.
Крестопад затронул и школы. Например, в Екатеринбурге общественники были шокированы, когда увидели, что стены внутри школы номер 32 оформлены изображением храма Василия Блаженного без крестов на куполах. После обращения общественников руководство школы все же исправило ситуацию, но вопрос остается: кто принимал такое решение? Кто рисовал это изображение? Кто принимал работу, не заметив такой ошибки? В сентябре 2024 года случился очередной пример крестопада. На афишах многожанрового конкурса фестиваля искусств и творчества «Я за Россию» внезапно исчезли кресты с изображенных храмов. Казалось бы, можно списать это на ошибку дизайнера, невнимательность заказчика или халатность, но такие случаи становятся все более частыми, и это вызывает подозрения. Конечно, проблема некоторого нигилизма и халатности у чиновников действительно существует. Макет готов в срок, вроде выглядит нормально. Ну и так сойдет, никто не заметит. Может думать кто-то из них. Но есть и другая сторона медали, которая указывает на более глубокие и зловещие процессы. Как отмечал Кирилл Кабанов, это часть спланированной работы по разрушению русского мира, который без веры, православия и храмов с крестами просто невозможен. И все указывает на то, что подобные действия становятся все более открытыми. Например, летом этого года власти Мурманской области разместили повсюду огромные баннеры с фотографиями среднеазиатской семьи и подписью «Мы – будущее Севера». Такие действия вызывают шок и вопросы. Зачем это делается? Еще до конфликта были утверждены долгосрочные программы по замещению населения России. Они включали массу проектов, в том числе публичную дехристианизацию и непубличную исламизацию страны. Эти проекты были прописаны, утверждены совместно с глобальным лобби и спущены в регионы на реализацию. Речь идет о многолетней программе, на реализацию которой выделены десятки миллиардов рублей, отмечал по этому поводу политолог Алексей Живов. И в эту логику укладывается попытка ЦБ обезглавить православный храм и разместить его на макете самой распространенной в стране денежной купюры рядом с минаретом, где полумесяц остался на месте. Это не просто случайность, а часть более широкой стратегии. Православные храмы, соборы и монастыри – это не только гордость России, туристический магнит и памятники истории и архитектуры, но и плоть от плоти истории России. Духовная суть страны выразилась в православии русского народа, который принял эту веру и построил то, что сейчас мы знаем под названием Россия. Отказ ЦБ от изображения всего, что связано с этим, это действие, направленное против России и ее православного большинства. Совершенно неясно, кто из православных христиан выдал руководству ЦБ мандат на решение таких вопросов. Чиновники уйдут через пару лет, а в России останутся на десятилетия купюры без храмов и русской истории. Это выглядит как злонамеренный заказ, чья-то хотелка того, кого по какой-то причине не устраивают храмы. И ведь вопрос о том, хотим ли мы вообще отказаться от храмов и русской истории на банкнотах, почему-то не был вынесен на всеобщее голосование. Нас просто не спросили, а теперь, приняв решение, подсовывают варианты, в которых по умолчанию нет того, за что проголосовали бы все. Банк России должен заниматься денежно-кредитной политикой, помогать расти экономике России. Входит ли в его полномочия решать вопросы межнационального единения? Вопрос, как видится, риторический. Таким образом, действия ЦБ и других структур, связанных с удалением религиозных символов, вызывают не только возмущение, но и глубокий разрыв в обществе. Это не просто ошибки или недоразумения, а системный подход, который, по мнению многих, направлен на деградацию русской истории и культуры. Изображение святынь и крестов – это не просто религиозные символы, которые, безусловно, важны для русских людей, но и часть национального наследия, к которому следует относиться бережно. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!